Добрый день, дорогие зрители, гости канала. Для тех, кто не знает, на этом канале я провожу эксперимент по излечению от андрогенетической аллопеции, что было мне диагностировано сертифицированным врачом-трихологом. У меня есть проблемы по отцовской линии, там все, в общем-то, лысые, полысели довольно рано. По материнской линии, однако, этого не было, но не исключает то, что я тоже в зоне риска по облысению. И, собственно, это со мной уже происходит, однако не так явно, как может кому-то показаться. Наверняка многие бы хотели видеть, знаете, такие эксперименты, когда человек абсолютно лысый, полный такой, знаете, бильярдный шарик, и он вдруг становится к концу, там, не знаю, первой недели, скажем так, стал уже такой, как йети, волосатый на голове. Но, увы, это только в сказках, а наш эксперимент, он реальный, он из реальной жизни. У меня нет никаких спонсоров, это лишь мой собственный дневник, журнал. Смотрите, любуйтесь, интересуйтесь, и я буду рад, если мой опыт будет кому-то интересен. А я вижу, что людям он интересен, у меня уже порядка 300 подписчиков, около того. Спасибо, ребята, что подписываетесь, смотрите мой канал. Давайте не будем долго затягивать, это видео я хочу сделать максимально коротким, но при этом максимально информативным внутри. Оставайтесь на канале, дальше мы узнаем, а что же было по результатам 6 месяцев применения финастерида. Дорогие друзья, не забываем подписываться, ставить лайки и комментировать. И начнем мы с особенностей применения, то есть какие лекарства, лосьоны я применяю и в каком режиме. На данный момент я принимаю тот же самый раствор финастерида в миноксидиле 0,1%. Это значит, что за одно применение 1 мл я получаю 1 мг финастерида. Я его делаю каждый день в таком размере. Далее, через день я принимаю 1 мг финастерида внутрь, то есть крошу таблетку из 5-миллиграммовой и получаю его в таком режиме через день. Это получается, что если понедельник, среда, пятница, воскресенье 4 дня в неделю, а потом получается следующее уже будет вторник, четверг, суббота 3, ну и так далее. Опять 4, 3, 4, 3. То есть вот в таком режиме. Кетоконазол 1-2 раза в неделю шампунь. Микронидлинг 1,5 мм игла раз в 10 дней или 2 недели. Перед началом приема таблеток внутрь я сделал анализ на дигидротестостерон, уровень дигидротестостерона в крови. Я сейчас сделаю небольшую вставку, где покажу результат анализа и объясню нормы, где моя норма, не норма, где я нахожусь по шкале нормы и почему, далее расскажу, почему анализы не так важны. Друзья, ну и вот результаты анализа на наличие дигидротестостерона в крови, исследование его уровней в крови. И вот мы видим здесь границы нормы от 143 до 842 пикограмм на миллилитр. У меня 292 пикограмм на миллилитр, что является ближе к нижней границе нормы, а вообще у меня результат в пределах нормы. Здесь стоит вспомнить про два момента. Первый, я не делал анализы на дигидротестостерон до приема 6 месяцев назад вообще финастерида. Я его принимал в наружной форме. И второе, я не делал анализы после того, как я стал принимать таблеточную форму. То есть о чем я хочу сказать, что 292 на протяжении 6 месяцев это стало, возможно, от какой-то более высокой цифры, потому что я мажу миноксидил вместе с финастеридом в голову вот уже 6 месяцев, да, и он так или иначе должен был снизить уровень дигидротестостерона в крови. Также я уже около месяца пью таблетку, как я говорю, 3 раза в неделю по 1 миллиграмму. Соответственно, вот я еще не делал повторный анализ. Я думаю, что эта цифра, возможно, станет и ниже. А может, останется такой же. Это будет интересно узнать и рассказать вам на следующем видео. А теперь расскажу, почему анализы не так важны. Я очень уважаю такое сообщество австралийских трихологов и трансплантологов волос, хирургов. Они, значит, считают, что анализы на дигидротестостерон, уровень дигидротестостерона в частности, не так важен. Почему? Потому что у трихологов нет способа изучить, сколько же у вас дигидротестостерона находится в коже головы. То есть, насколько там активен фермент 5-альфа-редуктаза и насколько мы его успешно побеждаем. Поэтому зависимость общего уровня дигидротестостерона в крови и его уровня в тканях головы есть, конечно, но она незначительная. То есть и чувствительность ваших рецепторов на голове, она никак не анализируется анализами общего дигидротестостерона крови. Поэтому многие трихологи просто назначают финастерид вот так системно, а он также действует и
на нейтрализацию энзима 5-альфа-редуктаза в коже вашей головы. Большинство трихологов, которых я слушаю, они не назначают эти анализы, потому что даже вот, например, у меня анализы показывают, что у меня невысокий уровень дигидротестостерона в крови, однако медленно-медленно у меня происходит все-таки истончение и выпадение волос. Также хочу рассказать про микродозинг. Микродозинг фенастерида важен в том, что он обеспечивает индивидуальное приспособление дозы под конкретного человека, под его обстоятельства. Важна агрессивность выпадения, насколько быстро у тебя сейчас выпадают волосы, есть ли побочки, нет побочек, и есть ли результат или нет результата. То есть в зависимости от этих факторов принимается решение про увеличение дозы или уменьшение дозы, или остается доза такой же, как и раньше. То есть вот надо все эти вещи анализировать. Микродозинг — это про анализ постоянный, каждодневный, ну не каждодневный, условно, неделю, месяц. Надо каждый поэтапно исследовать себя и понимать, есть результат, нет результата, есть побочки, нет побочек. И в зависимости от этого, например, рассмотрим случай, как я его понимаю. Если у тебя есть микродозинг, как я сейчас, 3 мг в неделю. Если есть результат по остановке выпадения волос, то это хорошо, скорее стоит остаться на том же уровне. Если результата нету, волосы продолжают выпадать, но при этом у тебя нету побочек, ты можешь добавить себе еще 1 миллиграмм или 2 миллиграмма, сделать так, чтобы у тебя было до 6-7 миллиграммов в неделю. Конечно же, при этом надо все время следить по побочкам. Если побочки будут проявляться, то либо ты толерантен к этим побочкам, то есть они тебя не сильно беспокоят, либо тогда ты можешь остаться. Если же они очень сильно тебя беспокоят, то, возможно, стоит остаться на той же дозе, либо даже снизить. То есть микродозинг — это про это. Как мы знаем, все таблетки продаются в основном в СНГ продаются по 5 мг фенастерида в одну таблетку. Всем нам ее надо делить. У меня есть видео, мы посмотрим сейчас, как же делаю это я. Теперь поговорим про результаты. Результаты у меня не очень мне нравятся, сразу скажу. Если вы видите, я сейчас пострижен коротко, и достаточно часто стало стричься коротко, потому что на длинных волосах вот эти вот залысины на лобной части слева и справа достаточно выбиваются, там надо налево зачесывать, направо. Мне это не нравится, и на коротких волосах как-то это менее заметно, что ли. И меня это устраивает. То есть поредение волос у меня было обычно справа, больше, генетически как-то, а слева всегда было густо. Что-то за последнее время я заметил, что с левой стороны у меня тоже догонять стало, и за последний месяц довольно-таки сильно стало редеть у меня слева мой этот пробор. В принципе, если посмотреть на свету, у меня вообще в целом область верхняя, эта вся, она сильно, такие истонченные волосы, и мне это не очень нравится. Результаты пока такие, что я все еще вижу выпадение волос. В принципе, знаете, оно не сильно отличается от предыдущих 4 месяцев. Все тоже выпадение волос, все тоже истончение. Я не вижу кратного роста волос, как я в предыдущий раз говорил. Я этого не вижу. Я не вижу более такой густоты волос, этого тоже не вижу. Да, есть какое-то выпадение, и больше всего, как мне кажется, мы сейчас с вами будем вместе смотреть и анализировать видео, я сделаю подробно сейчас анализ, сравнение, и мы там посмотрим. Но то, что мне кажется, у меня с левой стороны стало более, здесь у меня более редкие волосы стали, и это видно. Пока так, как я уже говорил в предыдущей части, сейчас я буду, возможно, увеличивать дозу фенастерида, а также продолжу все те же манипуляции, которые я делаю дальше. Как я сказал, фенастерид имеет накопительный эффект. Возможно, у меня
Так как я совсем недавно только стал принимать таблеточную форму, возможно, эффект от этого будет чуть-чуть позже. До этого я принимал, как вы знаете, раствор фенастерида в миноксидиле. И он, конечно, имеет некую доказательную базу, но гораздо менее изученную, чем таблеточная форма фенастерида, которая имеет очень сильную доказательную базу и десятки лет использования на миллионах пациентов успешно. И мы знаем его побочные эффекты, мы знаем его эффекты по предотвращению облысения в дозе 1 мг в сутки, которые рекомендованы FDA. То есть я, в принципе, не исключаю, что у меня также будет очень вау-эффект, но именно в положительном смысле вау-эффект от того, что у меня заколосятся волосы прямо там вау-вау-вау. Но пока что я скромно оцениваю, что у меня не осыпались волосы, слава богу, но они также у меня не сильно заколосились. Поэтому, друзья, оставайтесь на канале и узнайте, что будет дальше. А сейчас, чуть-чуть позже, я вам скажу про свои планы. Ну вот рассмотрим на фотографиях прогресс, как он был. Вот он идет отсюда до сюда. Здесь месяц первый, это май. Здесь вот, соответственно, шестой, ну, вот так вот, да, это ноябрь. То есть май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, это я еще месяц не прошел, фотографировался, как бы эта фотография может идти не в зачет, но я ее тоже привел. Соответственно, вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. То есть на ноябре вот я недавно фотографировался. Как вы видите, прогресса такого ощутимой разницы, как ухудшение, так и улучшение я не вижу. Я лишь могу констатировать, что на этих фотографиях очень важно было выдерживать правильное освещение и правильный ракурс, что, как вы видите, не всегда я выдерживал. Так же, как вы видите, еще должна быть очень важна одинаковая длина волос, одинаковая прическа. Тоже здесь оно не всегда все одинаково. Поэтому у меня среди очень многих фотографий приходилось выбирать более-менее похожие, чтобы вот таким образом вам показать. Ну, даже, я думаю, в этом можно что-то делать, какие-то выводы. То, что, по крайней мере, я где-то на том же уровне, что и был. Может быть, где-то хуже, где-то лучше, но не радикальные какие-то изменения. А по ощущениям личным, то по моим ощущениям вот справа, вот эта вот область, да, вот это, она у меня всегда была более-менее редкая и сейчас остается такой же. А слева вот эта область, она вот височная начинает догонять правую. То есть в целом вообще у меня вот эта вся область, да, она сейчас на других фотографиях покажу, она не очень такая густая, есть поредение. В общем-то, это то, над чем я хочу бороться. Ну, давайте рассмотрим крупным планом фотографии. Здесь мы видим, да, в таком вот освещении, она засвечена. Ну, видно, тут какие-то прям ужасно все выглядит. Да? Оно, конечно, не так в жизни, но вот здесь видно какие-то проблемы. Здесь вот видите, в другом освещении тоже есть некоторые такие залысины, они все более отчетливо вот слева, догоняет правую, это мы видим. Да, вот все зависит от того, над каким ракурсом ты фотографируешься, освещение, какой у тебя длины волосы. Ну вот смотрите, да, крупным планом. Все видно, везде можно сравнить. Как мы видим, вот здесь волосы заросли, все прям густо, хорошо. Ну, на коротких мы видим, что есть проблемы. Вот над этими проблемами я, собственно, и борюсь, и работаю. Видите, вот здесь вот такой вот посмотришь спереди, особо так проблемы не видишь. Конечно, не 18-летнего юноши такая густота волос, но вполне себе пригодная. Вот, смотрим. Это я иду назад сейчас. Откликиваю назад. Это вот фотографии идут сентябрьские. Уже крупным планом смотрим. Видите, какие-то такие, не знаю, полосы. В жизни их не видно, только здесь вот просматриваются, да? Здесь довольно хороший такой неплохой кадр. Можно видеть вот мою основную такую залысину. Ну вот с этой стороны тоже догоняет. Ну, вот видите, какие здесь крупные планы, что дает очень хороший вариант нам обсудить. Вот, например, смотрите, здесь, кажется, все очень хорошо видно. Здесь у нас
поредение, здесь поредение, здесь поредение, здесь поредение. По краям очень-очень густо, очень густо. Здесь где области, которые не подвержены обычно у людей облысению, они очень хорошие. В центре у меня прослеживается уже истончение волос и поредение. То есть получается такая некоторая восьмерка, да, где вот здесь есть погуще, здесь погуще, а здесь уже пореже. В серединке тоже пореже, ну и в края уходят тоже более редкие волосы. Над этим мы и боремся. Друзья, сейчас поговорим про побочки. Я их до сих пор не испытываю. Было небольшое снижение либидо, возможно, количество эякулята, как говорят врачи, тоже немного было ниже нормы, но оно стабилизировалось, и как-то сейчас я вообще не вижу никаких проблем, и даже разницы не вижу с тем, что было до приема таблеточной формы. Соответственно, я скажу так, что побочек я не испытываю. Про планы. Ребят, продолжаю действовать так же, как сейчас. Возможно, увеличу дозу фенастерида. То есть это 1 мг через день фенастерида сейчас в таблетке. Возможно, буду каждый день делать. Дальше. Принимаю фенастерида раствор в миноксидиле тоже каждый день, потому что, в принципе, если у меня были какие-то эффекты от миноксидила, я сейчас от него откажусь, у меня там все осыпется. Ну, пока продолжаю. Ни холодно, ни жарко, от него я пока не вижу большой разницы. Далее. Микронидлинг тоже продолжаю. 1,5 миллиметра 10 раз в 10 дней. Там шампунь кетоконазол, это как бы мертвому припарке, но тоже продолжу. В принципе, кстати, шампунь, то, что делать его часто, не сильно рекомендую, но 2 раза в неделю it's окей. Все, ребят, остаемся на канале, смотрим дальше результаты. Всем волос, всем здоровья, успехов и удачи. Пока.